Всем привет! Вы на канале Шить для себя это удобно. Сегодня мы с вами будем шить джинсы мужские. Шить буду для своего мужа. Есть старые джинсы, которые уже нужно выбросить. Я полностью их перекроила, потому что посадка устраивает. Постараюсь соблюсти все вот эти вот вещи, то есть обтачка на кармане. Обратите внимание, что карманы здесь сделаны не по мужскому способу, а по женскому. Точно так же буду делать. Вот. Постараюсь сделать двойные швы на кокетке. Сзади карман. Тоже постараюсь отстрочить. Только отстрачивать, наверное, буду черными нитками. А может быть и нет. Может быть что-то поменяется в моей концепции. Поэтому купила 2 длины, а вообще 1,5 хватит джинса. Постирала его, посмотрите, еще не утюжила. Нужно отутюжить. Немножко есть стретч, поэтому я не стала рисковать и прям постирала в машинке. Вот, купила специальные иголки, молнии. Не знала, какая подойдет, определюсь, для гульфика. И карманку. Купила белую, темной никакой не было, поэтому будет с белыми карманами внутри. Вот, из чего начинаю, перекраиваю все детали на кальку. Как это делается, очень все понятно. Накладываем прозрачную бумагу и четко по всем контурам обрисовываем переднюю и заднюю половинку, а также карманы. И выкраиваю. Посмотрите, как просто это сделать. Укладываем брюки, сверху укладываем кальку. Посмотрите, вход в карман, все размечаю, все закрепочки отмечаю, как настрачивается гульфик. В моем случае это 3,5, около 4 сантиметров. И вот выкраиваю такие детали. Аналогичным способом чуть-чуть посложнее делается задняя половинка. Кому не удается, я показывала, как строятся мужские брюки. Вы всегда сможете увидеть у меня на канале. Но так делать проще. Я показываю так, как проще. Вот. Наметила карман. Вот другой карман. Сразу, смотрите. И вот это будет карманка, а вот это будет подзор, подкройной бачок так называемый. Все детали выкраиваю, показываю детали уже в готовом виде. Итак, я разложила на ткани брюки. Посмотрите, валетом. Это задняя половинка, это передняя половинка. И хочу сказать, что после стирки мой джинс вот такой уменьшился где-то на 7 сантиметров. Это важно. И по ширине где-то на 3 сантиметра. Изначально заявлялось 1,40 м, оказалось уже. То есть это тоже нужно учитывать. Стирайте ткань, это важно. Вот. И я замерила, сколько же в итоге на рост 1,76 м. Брюки у меня на рост 1,76 м. Уйдет у вас где-то 1,75 м, 1,80 м ткани. Вот этот выпад здесь буду выкраивать всякие бачка, гульфик и так далее. И еще сантиметров 10, вот от 2 метров уйдет на пояс. Вот, так что 2 метра берите, не ошибетесь. Всегда, джинс всегда пригодится. Сумочку сошьете. Я продолжаю выкраивать. Итак, детали кроя я покроила. И расскажу немножко о них. Значит, длина моих брюк по боковому шву 110 сантиметров уже с подгибкой. На подгибку я оставляла 4 сантиметра. Теперь гульфик. Ширина его у моих брюк 4,5. Длина больше, чем нужно, 21. Но я потом обрежу. То есть вот так я буду его в это место пришивать и вверх выпускать, а потом обрезать. Откосок такой же, куда-то задевался. Вот, значит, у меня еще есть обтачки в районе кармана, вот здесь.
Я их выкроила под 45 градусов и продублировала. Все детали дублируем. Обтачки, откосок. Вот. И я еще хочу показать, что, смотрите, пробовала какими строчками строчить и остановилась на вот этих. Все-таки они самые плотные, самые интересные, на мой взгляд. Вот, вырезала пояс. Посмотрите, какую форму имеет пояс. И я подробнее, когда буду вшивать, расскажу, как достичь такого результата. Пояс 4 сантиметра в готовом виде, плюс 2 сантиметра с одной и с другой стороны на притачивание. То есть итого 10, 10,5 сантиметров полоска. Она тоже продублирована. Вот. Теперь на мешковину кармана, цельнокроенная мешковина кармана, укладывается подзор. И на подзоре будет еще карман один. Он был в тех брюках, поэтому я его тоже сюда же подкроила. Вот так. Подзор, ширина, вернее его глубина будет где-то в районе 15 сантиметров. Обработку сделаю такую же, как и на брюках. То есть сильно усложнять ничего не буду. Вот эти все края будут на оверлоке черными нитками. Их не сильно будет видно и не будет особых утолщений. Внутренний шов будет обработка швом в замок, а швы внешние, они будут просто оверлоком обработаны. Вот. И еще я не показала вам откосок сам непосредственно. Он такой же длины, такой же ширины, только двойной. Тоже обязательно продублированный. Вот. С чего начинаем? Начинаем мы всегда с заготовки мелких деталей. Шлевки, например, ширина полоски 3 сантиметра. По 10 сантиметров будет нарезаться, она заутюжится вовнутрь. Один край я обработаю на оверлоке и потом дам 2 строчки с двух сторон. По вашему желанию. Карман. Мой карман по ширине вверху 18 со швом, а внизу он сужается 16. Вот. Высота кармана в готовом виде в моем случае со швом 18. Но вы лучше свои перекраивайте, и будет нам счастье. То есть верх кармана будет обычная цельнокроенная обтачка, тоже обработана на оверлоке, и здесь настрочены просто ниточки, строчки. Все. То есть начинаем мы с того, что заутюживаем карман аккуратно, с помощью линеечки это можно сделать на утюге. Вот. Заготавливаем все детали шлевки, карманы. Вот. И на участке притачивания мешковины, карманы и гульфика я вам все буду рассказывать и показывать. Итак, приступаем к заготовке мелких деталей. Слышала такое выражение, что не нужно есть слона всего целиком, нужно его есть по частям. Вот на маленькие части мы делаем всю технологию обработки брюк и начинаем поэтапно заготовку. Карман. Вот. Теперь надо заутюжить края. Чтобы это было профессионально и правильно, я себе делаю вот такие приспособления. Это из тетрадных обложек, можно из плотного картона, как вам удобно. Вот таким образом. И все остальное нужно заутюжить. Сначала я заутюживаю один край. Вот что получается. Застаиваю. Застаивать — это значит уложить подушечку. Сейчас она у меня не по другой, но вообще вот так укладываем подушечку. Затем с другой стороны как бы запаковываем. Лучше, конечно, использовать не пластик, но если утюг не сильно горячий, то можно и такое приспособление. Вот. Здесь мы тоже заутюживаем. И теперь вот этот край, сантиметр где-то,
я тоже заутюживаю для удобства. Это обтачка, которая будет подворачиваться. И после того, когда я заутюжу этот край, можно уже и заутюжить обтачку. Аккуратно. У каждого свои приспособления. Такие приспособления есть и продаются. Я их часто встречала. Но вы всегда сможете использовать подручные материалы. Ну, вот такие, как использую я. И вот после вот такого мы аккуратно заворачиваем верхушечку. И чтобы карманчик был заготовлен, перед настрачиванием нужно дать строчку по верху, 2 строчки параллельные. Ну, я на ширину лапки обычно это делаю. И сделать декоративную строчку, как вы захотите. Лучше посмотреть так, как у вас на брюках. Так как я делаю похожие брюки и буду смотреть именно туда. Вот, все. Точно так же я делаю другой карман. Потом гульфик. Вот, наконец-таки я его нашла. Он имеет определенный скос. Размер его такой же, как и сам это откос, как и гульфик. Вот, смотрите, размер его такой же, только в сложенном состоянии. Его нужно вывернуть наизнанку и дать строчку изнутри. Вот, а потом край обработать на оверлоке точно так же, как я обработала на гульфике. Не забываем все дублировать. Вот, еще я проложила строчки оверлочные по шлевкам. Длина каждого кусочка в моем случае 30 сантиметров, потому что их 2, шлевок будет 6 по 10 сантиметров. Все, я заутюживаю карманы и потом настрачиваю обтачки. Стараюсь прокладывать 2 параллельные строчки. Итак, я начала делать строчку. Смотрите, строчку поставила 3,5. В начале закрепка. И начинала я вот с такого кусочка. Просто согнула для того, чтобы не заживала ткань. Дальше будет проще, потому что я установлю второй карман. И переход будет плавный. Установила линеечку, как я люблю. Делаю закрепку. И плавно перехожу на другой, чтобы не было никаких скачков. Теперь нужно проложить еще одну строчку чуть ниже, на расстоянии где-то 0,5. Опять начинаем с кусочка. Я подкладываю под машину, чтобы ничего не мешало. Передвигаю в сторону магнит. Можно и без магнита, но для новичков я советую магнит. Вот, устанавливаю так, чтобы внутри лапки шла строчка, то есть ориентируюсь на внутрь лапки. Вот, устанавливаю теперь магнит. Точно так же закрепка. И теперь смотрим только на магнит. Сейчас я вот так установлю, чтобы он был более плотно. Закрепка. И продолжаю. Вот что у меня получилось.
на мой взгляд, очень хорошо. И теперь нужно, убираем магнит и просто прокладываем отделочную строчку по намеченным линиям. Эти линии я расположила на расстоянии 6 сантиметров от всех углов, сделала вот такой уголочек и просто прокладываем. Тоже закрепка. Если вы установили строчку 3,5, значит она должна быть везде 3,5, либо это уже будет некрасиво. Теперь еще точно такую же строчку на расстоянии 5 миллиметров. Я думаю, что я ее расположу ниже. То есть с этой стороны начну строчить. Ориентируюсь также на внутреннюю лапку, на внутреннее положение отверстия лапки. Доходим до линии, до центральной. Ну и продолжаем точно так же по другому карману. Вот что у меня получилось. Вот здесь небольшое движение, ну, в принципе, нормально. Вот. И после этого мы их сейчас еще раз приутюжим и будем уже отложим в сторону для настрачивания на заднюю половинку. Вот. Параллельно вы всегда сможете, не отрываясь от машинки, заготовить шлевки, например. Как это выглядит? Вот, заутюжили шлевку, с одной стороны настрочили, и потом на расстоянии где-то 0,3 от края с одной и с другой стороны точно так же прокладываем параллельные строчки. Настрочка шлевки выглядит следующим образом. Вот одну я уже прострочила, теперь вторую поменяла лапку на профессиональную. На ней удобно строчить. Разворачиваюсь и вот продолжаю по краю. Край вот этой лапки у меня идет вот здесь по бортику. Вот что получается. Все хорошо. Теперь нарезаем их на 10 сантиметров полосочки и откладываем до момента пришивания пояса. Заготавливаю откосок. Вот здесь вот соединяю. Вот сложила пополам. И просто даю по краю строчку. Выворачиваю на лицо, приутюживаю и обрабатываю край оверлоком. Вот. И еще нужно заготовить карман на бочок. Он обрабатывается точно так же. Заутюживается один край. Затем подгибается верхняя часть 2 раза. И дается строчка по верху точно так же, как мы заготавливали карманы. Теперь вот этот декоративный карман укладываю на бочок, который потом мы будем пришивать к подкладке кармана по намеченным линиям. Уравниваем край. Вот этот край потом обработается на оверлоке. И сначала даю строчку по краю, чтобы закрепить. Это просто закрепляющая строчка. Можно просто приколоть, как кому удобно. А теперь его нужно красиво настрочить. Настрачивать будем на 0,1.
Я просто делаю побольше закрепок на этом месте, чтобы он не оторвался. Вот что у нас получился карман. И теперь край обрабатываем на верлаке на одной и другой стороне. Карман приутюживаем. Теперь берем мешковину кармана. Вот они лежат лицо с лицом. Верхнюю убираем в сторону. Здесь намеченные линии. Вот я фломастером для себя наметила. Укладываем заготовленный бачок по контрольным точкам. И настрачиваем по верху. И даем еще соединительную строчку по боку, чтобы закрепить его. Это лучше делать, конечно, не рыжими нитками. Вот, но так как это будет внутри, я сейчас покажу вам рыжими нитками. Даем строчку по самому краю. Аккуратно выравниваем край. Можно приметывать, прикалывать. А затем я разворачиваюсь и даю по краю строчку. И теперь по самому краю, в районе пояса. Аналогично делаю вторую сторону. Вот. И на вот этом участке, чтобы вот так подкладка не расходилась, можно сделать еще одну закрепку по карману. Не помешает. Можно даже на зигзаге. Но сейчас у меня стоит другая лапка, поэтому вот так. Ниточки нужно обрезать. И подкладки будут готовы для соединения с брюками. Теперь я на кусочке покажу вам, как я буду делать шов-замок по шаговому срезу, по срезу притачивания кокетки, чтобы это уже не на готовом изделии показывать, а на кусочках. Вот, смотрите, шов я сделала припуск 2 сантиметра. И вот специально показываю вам одинаковый кусочек. Строчить, по идее, нужно вот здесь. На лицо показываю, потому что здесь виднее. Но мне нужно сначала завернуть одну сторону. Поэтому я смещаю и показываю вам о том, что сантиметр от одной детали нужно срезать. Вот так мы теперь заворачиваем где-то 0,7 до сантиметра и прокладываем строчку. Вот так. Заворачиваем. И вот по этому краю прокладываем строчку. То есть одну сторону мы срезаем где-то на 0,7 на сантиметр. Это с учетом того, что вы вырезали с большими припусками. Это важно. Но припуск должен быть вот такой, не 0,5, а где-то 0,7, 0,8, вот такой, который мы будем срезать. Сначала делаем вот так. Вот что получилось. А теперь разворачиваем. И этот участок
настрачиваем. Вот так. Делаем строчку в край и потом параллельно ей тоже строчку. Можно сначала заутюжить. Вот что получилось, смотрите. И теперь я разворачиваюсь и на расстоянии лапки, теперь у меня край лапки идет по строчке. Вот единственное, я смотрю, мне строчку нужно крупнее сделать. Да, вот так. Вот что получается. Посмотрите, красивый шов в замок. С этой стороны черная нитка, с этой стороны рыжая нитка. И вот таким образом я буду соединять шаговый срез и кокетку, может быть средний, но средний не факт, потому что здесь будет очень большое уплотнение, может быть там все-таки оверлок и настрочка, посмотрим. То есть вот таким образом, а все остальные швы просто строчка и оверлок. При притачивании кокетки я столкнулась с такой проблемой, что поперечная очень сильно растягивается. И поэтому для того, чтобы избежать такого растяжения, сделать качественную строчку, вот на расстоянии где-то сантиметра от края я покупаю вот такую ленту, нитепрошивную, ой, не показываю, да, вот. И по краю приклеиваю. Ее практически не видно, она входит в шов. То есть где-то на расстоянии сантиметра. Так как я буду выпускать основную деталь, не кокетку, заворачивать, она нам не помешает. И вот таким образом приутюживаем или приклеиваем по краю детали, которую будете выпускать. Все, кокетку присоединили. Вот так это выглядит. Все должно совпасть. Средний срез я буду соединять швом 1 сантиметр, обрабатывать на оверлоке и потом отделочную строчку по лицу прокладывать. Но сейчас непосредственно нужно уложить на лицо и отметить место расположения кармана. И оно должно быть абсолютно одинаковое, такое же, как и другой детали. Значит, здесь вот я отмечаю себе средний шов. И теперь отмечаю карман, где он должен располагаться относительно кокетки. Вот, я отметила эту линию. И ее должна перенести на другую деталь. Для этого можно перевернуть. Так, чтобы все у нас совпало. И отметить то же самое. Линию входа в карман. Она должна быть идентичная. Вот ниточки не забываем все убрать. Вот. И сейчас накладываем заготовку кармана и притачиваем. Уже по вашему желанию, захотите одной строчкой или двумя. Для того, чтобы стачать средний срез, как я уже говорила, из-за толщины вот здесь на швах, я не буду делать такой же шов.
Я имею в виду двойной, как на кокетке. Поэтому обязательно на этом участке нужно прям заметать. Я заметывать не буду, мне достаточно заколоть, а вы прям заметайте, чтобы у вас ничего не съехало. Вот. И по строчке строчим и обрабатываем на оверлоке. А затем заворачиваем в сторону и настрачиваем точно такую же строчку, просто как декоративную. При стачивании среднего среза вот что у меня получилось. Все аккуратно. И теперь я дам точно такие же строчки в край. Точно так же. Но опять же это по желанию. Так выглядит карман. Так выглядит второй карман. Все, с задней половинкой мы справились. Так она выглядит. И откладываем ее в сторону. Начинаем обработку передней половинки. И обработку я начну с гульфика, потому что карманы будет потом сделать проще. Значит, молния. Длина молнии 18 сантиметров. Я отмечаю точку. Точка где-то сантиметров 16. И именно на этом расстоянии будет чуть-чуть выше располагаться молния. То есть я ее смещу вверх. Это важно. Теперь на это место непосредственно на левую половинку мы укладываем гульфик и притачиваем его с шириной шва 0,7 до этой метки.